Where land with freedom can be, could not even dare to see. Так, всем привет! Сегодня воскресенье, как я и говорил, что мы должны обшивать были деревянные стены вот, с Мексом. Я там договорился с мексиканцами, с одними. И вот он, я забыл, правда, снять чего-то, как они это делали. Ну, ладно, это ничего там особого нет. Просто обшивали специальными гвоздями, шляпками с пластмассовыми большими забивали. Вот. И он заканчивает сейчас работу, сейчас я с ним расплачиваюсь. Вот, и на этом. И кондиционерщик сегодня в гостинице вышел. Вчера его не было в субботу. Машина сломалась. Вот. А сегодня работает. Сегодня тоже сказал, может быть, свою работу уже на этом этапе завершит. Вот. Ну все, сейчас пойдем снимем поближе. Так вот, где мойка будет. Вот. Я тоже заодно их попросил сделать. Мойка и посудомойка здесь будет. И барная стойка над ними. Как бы. Вот. Я смотрю. Размер нормальный, не маловатый. Потому что просто не хотелось тут узкий проход оставлять. Наверное, хватит и такого. Six inches? Да. Это на вытяжку труба. Вот выходит на чердак. Чуть-чуть криво, да, что-то? Немножко надо. Little bit. Ага. Yeah, it should be covered by the hood. Yeah, Pipe. 2 inches, yes, from the hood. Вот по-русски говорит Yeah. парень. Давай. Давай. Молодец, хорошо ты дал. Сегодня много сделал. And somebody работа in tub for... Так вот он, как они обшили тканью. Вот, теперь я так понимаю, можно окна вставлять. Я почему не вставлял окна? Ждал, кто мне обошьет это защитной фигней этой. Вот, и здесь и трубу обшили, все. Потому что потом окна вставляются и специальным тейпом, пленкой вокруг окон окончики будут проходить. То есть, чтобы уже материя это была. То есть, как бы дополнительно щели скрадывают. Вот. Поэтому завтра, наверное, закажу окна, и на когда они там смогут вставлять. Может, на послезавтра или на среду. Вот. Пока так. Значит, у нас здесь получается как вот барная стойка будет. Вот здесь. Здесь. Раз, два. Ну, на 3 стула, наверное, чтобы комфортно сидеть. Хватит, наверное. И здесь я 3 фонаря сверху еще спущу, чтобы было симпатично.
Здесь гранит поставим сверху. И здесь ниже мойка будет. И там посудомойка, машина. Вот так. Вот он уже сюда все провел. Кондиционерщик. То есть сегодня, по идее, может закончить свою работу. Потому что устанавливать кондиционеры будут потом, они на другом уровне. После отделки. Так, вот я их попросил заодно мне там точить арматуру, что до нее не добраться мне было. И установить доску вниз, которую не доустановили фреймеры. Что окна вставляются на доски должны быть, то есть фрейм из досок должен быть. Как здесь. Алекс! Вот запайка кондиционерных труб. Так, что-то сантехников нету. Пока обещался на сегодня. Может, позже будут, после обеда. Так, сегодня следующий день. Тепло. Электрики вышли. Так проверяют крышу, как прибили. Ну так проверяют, где пропустили, не забили гвоздь. Итак, кондиционерщики закончили свою работу. Кондиционерщик, вернее, один. Марсат, его Мерсат, как-то так зовут. Это вот на верхнем этаже, я смотрю. Только что приехал его инженер. Я отдал им чек. Там где-то около 13 тысяч общая сумма. Вот, 7200 я ему оплатил сейчас. И теперь, после того, как все будет финишное закрыто, то есть потолки будут отделаны уже там текстурные, они тогда придут, поставят везде решетки, то есть как положено, поставят юниты сами, то есть сами кондиционеры, то есть внутренние и наружные, которые вот подключат, и все. То есть как бы их дело в этом заключается. Вот. Ну, тут электрики продолжают работу. На завтра заказал окна. По идее, подтвердили, что завтра будут устанавливать. И должны по правилам тут с окнами устанавливаться и наружные двери, то есть exterior door. Вот. Иначе типа инспекцию не пройдешь, он сказал мне. То есть нужно их устанавливать. Ну, поскольку двери входные красивые у меня, мы их, чтобы не испортить, установим временные пока. Вот так. И еще вчера я заказал все-таки камин онлайн. Туда все-таки не нашел я тех, кто выкладывать будет камин за приемлемую цену. Потому что 6000 долларов это слишком круто для камина. И в этом для Флориды, тем более 2 раза в год зажигаем. Поэтому решил я готовый купить и ставить. Вот. Ну, посмотрим. Должен к концу недели прийти. Ну, хотя как. 3 дня вроде. Через 3 дня. Посмотрим, что это такое. Что это за камины заводские. Вот. Ну, тут работа идет.
Электрики разводят. Электрики свое дело. Так. Итак, сегодня вторник. Всем привет. Вышли сантехники сегодня работать. Привезли ванны, трубы. Я им показал, что там мне нужно перенести. Что насчет той трубы, которая была пробита под фундаментом. Вот, если кто помнит, когда устанавливали фундамент и арматурой пробили трубу, там оставили недоделанную, не залитую бетоном. Нужно там фитинг поставить и передвинуть холодильник, что я на другую сторону холодильник перенес от проекта, потому что там айсмейкер такой, трубка с водой должна переходить. Вот. Сейчас ездил, оплачивал $431 за подключение электроэнергии и за трубу, которая будет под землей идти к дому, то есть на постоянке, на постоянной основе. Вот. И сегодня, или вот сегодня к вечеру должны окна привезти, или завтра утром, потому что погодка портится. Вот, так-то тепло, вот, но дождик идет, поэтому, возможно, завтра окна начнут ставить, надеюсь, вот. Но позвонили, что сказали, нужно под слайд-дор, который назад будет выходить, у меня две двери стеклянные, как в электричке. Нужно под них будет выпиливать бетон, то есть немножко сажать, чтобы порога не было, чтобы было заподлицо с порогом. Вот. Поэтому вот такая проблемка. Вот. Ну ладно, пойдем посмотрим, что там сантехники успели сделать еще. Так вот, ребята начали работу, сантехники. Выводят трубки. Вот такую ванну тоже привезли. Единственное, тут будет труба выходить. Вот по этой стене на крышу должна труба выходить. И у меня тут тонковатая обшивка. Тоже придется наращивать. Так. Ну и электрика продолжается. Они не слишком реактивные, конечно. Но ну, здесь разводка. Это на втором этаже под две раковины в детской. Значит, труба вот идет и тоже выходит на крышу. Ну, то есть, это я так понимаю, чтобы оно со свистом улетало. Выводится на крышу это трубки. Вот почему я и говорил, сейчас из нашей ванны тоже такая же должна выходить наверх. Чтобы улетало. Так, ага. И там тоже, да? На другую ванну пошла. Так, вот конечно. Так, надо мусор уже убирать, а то что-то слишком. Особенно то, что не сгораемое. Вот он, другой стояк. То есть везде, где есть канализационный слив, выводят на крышу эти трубы. Странно, да? В России такого не делали у нас. Это точно. Так. Вот сантехник. И вот здесь ванна для детей. Здесь туалет будет.
Что он так беспокойный? Стальная. Окей. Так. Так, и завтра вот такую, типа такой длинной трубы должны привезти, чтобы кабель заводить в дом. Вот такая машина нужна. По 20 футов 3 трубы. 20 футов это около 7 метров. Так. Ладно, работаем дальше. Так, это я из гаража зашел. Здесь, значит, сделали для водонагревателя. Это одна вода вход, одна выход. То есть одна входит холодная, нагревается, выходит на горячую. Вот. Как правило, вот это правая входит холодная, левая выходит горячая. Так. Здесь слив какой-то. Я не знаю для чего. И нужно, короче, мне сделать фрейм для вот этой ванны, чтобы она становилась на каркас. И так далее. Комар какой-то. Все, закончили пломберы. Так. Итак, всем привет. Это следующий день уже. Так, нам сейчас привезли окна. Сложили, но меня не было в этот момент. Вот. Чего-то им там не нравится. Не стали они их устанавливать. Сказали, что там что-то нужно дозавершить. Где-то что-то не подходит, где-то что-то... У меня же бетонный первый этаж. И вот их смущает там, что обшивка оконных проемов, видимо, деревянный, должна быть закрыта тоже пленкой этой. Короче, вот такие вот тонкости какие-то. Но это ладно, я еще не разбирался с этим делом. Будем выяснять. Вот. И только что позвонила машина, должна сейчас подъехать с камином. Камин везут из Северной Каролины. Вот. Быстро я заказал в ночь его с воскресенья на понедельник. И вот сегодня среда. Среда 11 дня. Уже звонит, что сейчас он едет, уже подъезжает где-то. Вот. Нужно его будет сориентировать. Это у меня тут номера дома нету. Дедушка, сосед. Вот он, кстати, резину вывозит. Вот на тракторенке вывез резину старую. А здесь как бы ты звонишь, и ее забирают на переработку. То есть складываешь вот на драйвее, да, на дороге. Вот он ее вывез. Дэвид, дедушка, сосед мой. И складывает. Кстати, у меня кто-то кинул тут 2 ската тоже. Кто-то помойку устроил. Может быть, к нему тоже положить можно. Пойду я спрошу. Так, ладно. Отключаюсь пока. Чтоб тоже заодно вывезли. Так. Почему он сказал, что кто-то должен забрать их? То есть нужно положить туда, и кто-то заберет. Я так понял, что на переработку их забирают. А у меня вот они, 2 колеса тут кто-то положил. Видно, из работяг. Кто-то бросил тоже. Ну, тут у меня как помойка, конечно, выглядит. Но это ж не дает права всем подряд кидать мне резину здесь. Вот. Я, наверное, тоже это пойду выложу туда. Так. Так, и вот прислали. Приехал мой камин. Единственное, где они его выгрузят, они вообще по правилам на дороге должны его там бросать. Вот, но я
буду очень рад, если они завезут мне его сюда хотя бы. Чтобы я его не оттуда пер. Так, ладно, подрегулирую. Так, прервалось видео, звонили из Фидекса с этого. Сказали, что трубы они перевезут завтра в это же время. То есть сейчас камин, а трубы отдельно почему-то завтра придут. Ну, бог с ним. Так, мужик. Хорошо хоть. А то они по закону сказали, на улице будут бросать. Ну, он любезно согласился довести прямо сюда практически. Так, ну ладно. Так, ну сейчас посмотрим. Ну, он такой здоровый. Watch him move hand. Ага. Окей. Почему мне на палете его сюда поставить, а я уже его туда, наверное, как-то. It ain't gonna roll on this. So like when I drop it, it's gonna stop right here. Ага. Okay. Okay, so can I Grab if you want to get some plywood and put down. Так, все выгрузили. Быстро, шустро. Так, ну и вот он что из себя представляет. Это вот 42-й экран я заказал. То есть 42 инча. Выделяет стекла. Конечно, я не red хотел, а желтый. Вот этот камень, чтобы был. Ну, бог с ним. Из-за этого я возвращать не буду, конечно. Вот. Ну, такая вот махина. То есть, вот она вставляется туда. Сверху вот труба такая здоровая. Двойная. И пошла вон, заслонка дымохода. И вперед. Там, по-моему, внутри вот переходник сам первый сюда, который становится. Стоит, весит 350 паундов, это где-то 150 килограмм. Что около того, или 315 паундов, 150 килограмм. Что-то такое. Так, и стоило это удовольствие с трубой мне. Трубу завтра привезут. 1700. Хотя сам камин стоит... Я почему ночь покупал, там скидка заканчивалась как раз до 12 ночи. Он стоит, по-моему, $900, а мы купили, по-моему, за 698, что-то такое. Так. Так, ну ладно, попытаюсь я его теперь запереть вот на этой штуке. Так, ну вот и все. Я его сюда припер. Я, наверное, эту коляску тут и оставлю. Я ее только купил буквально. Тоже на распродаже была. Там новенькая. До 700 паундов. То есть где-то до 400, там, до 400 килограмм где-то. 350 где-то килограмм. Нормально. Вот такая махина. А вот окна они привезли, поставили как раз на это место. Вот. Что-то им не понравилось. Надо разбираться. Поеду. То ли проемы где-то им не нравятся, то ли, возможно, что я так бегом просмотрел, имейл прислали. То ли вот эти штуки должны быть накрыты тряпкой. Что знает. Так, ладно. Что-то сантехники сегодня тоже не вышло. Но я, в принципе, не тороплюсь. Потому что мне нужно фрейм под ванну сделать все равно. Окей. Так. Ну, пока все. Ну так, прошли мы сегодня 2 инспекшена еще, которые вот до этого не проходили. Что там по ураганам, что крепежей там каких-то не хватало, там крышу где-то что-то не дозакрепили. Вот.
Вот только что. Поэтому появились другие проблемы с окнами. Вот теперь я поехал, разобрался, что там и как. Короче, там получается многие проемы бетонных, в бетонных проемах в первом этаже в бетоне, они меньше, чем положено. Вот. Из-за того, что, видимо, погрешность была на отделке. Короче, вот что они бетонные проемы еще отделывают потом деревом же, оказывается, перед тем, как окно вставлять. Зачем? У нас в России это никто не делает. На бетон и окна ставят стеклопластиковые. Вот. Из-за этого, видимо, вот толщина такая, сверху до снизу, и вот дало в целом. Короче, нужно будет немножко теперь поддалбливать везде. Вот. Ну ничего, будем стараться пытаться, по крайней мере, связался сейчас с этим Фази, кто мне делал, кто мне выкладывал кладку. Сказал так и так, что надо что-то там выяснить. Он там ругался на окна, на оконщиков, что это они козлы. Ну, как обычно. Вот. Но сказал, что сегодня должен подъехать к вечеру, ну или завтра, если не получится, посмотреть, что надо, и определиться. Ну, хоть сразу не послал, и то хорошо. Вот. Ну, пока так. Теперь, значит, с окнами нужно разбираться теперь. Вот. И выпиливать под слайдор, который слайдор, да? Электричка. Двери электрички. Тоже под них нужно выпиливать бетон. Тоже, возможно, завтра после обеда только приедет Рэнди с пилой, поможет. Вот. Ну, все. Наверное, пока все на сегодня.